Всем привет, гости и подписчики канала Таро Космо. Сегодня я бы хотела выйти с раскладом на тему его решения о вас и его отношениях. И провести этот расклад не совсем обычным способом. Мне нужно будет провести настройку с потоком. Вот, сделать я это собираюсь с помощью благовоний. Вот. И пока провожу эту настройку с потоком, хотела бы рассказать вам интересную историю, которая произошла со мной буквально несколько дней назад. Несколько дней назад мне нужно было ехать в другой город, отмечать там свою годовщину. Долгий брак уже достаточно. Вот. А так как у нас стоит жара, мне нужно было найти какой-то легкий костюм. А живем мы в таком селе небольшом, где практически ничего нету. Ну, если даже что-то есть, тут выбрать особо-то нечего интересного. Вот. И ехать куда-то там за 50 километров в большой город мне не особо хотелось. Думала, выйду просто так. Повезет, повезет, нет, нет. Выхожу, и у нас перекрывают всю главную улицу. А это, знаете ли, где-то 800 метров, 1 километр. Просто вот так вот берет полиция и закрывает всю улицу. И откуда не пойми, мы живем в Испании, собираются вот прям вот со всех вот так вот углов эквадорцы. Знаете, вот они прям очень сильно отличаются. Это такие индейцы. У них длинные черные волосы, что у мужчин, что у женщин. Женщины такие красивые юбки в орнаментах, блузки, расшитые их орнаментами, на руках вот такие браслеты, на шее тоже ожерелья, сплетенные из бисера. Все это так очень красиво, все так самобытно. И ты понимаешь, что это все сделано руками. Обычно я не хожу по рынкам, но тут как бы у меня симпатия к индейцам есть. Вот, плюс я еще жила в Латинской Америке долгое время. Ну, думаю, надо сходить, надо что-то интересное увидеть. Все-таки бывшие потомки индейцев, я думаю, у них было чем меня удивить. И вот начала я ходить по этому рынку, вот, смотрела, что там было. В плане одежды, кстати, да, очень повезло, потому что Эквадор это все-таки жаркая страна, и как раз-таки у них вот эта вся одежда, она приспособлена, то есть она легкая, она натуральная, она сдерживает вот это все тепло, в ней не жарко, вот. И все эти красивые расшивки, росписи, все это, конечно, было очень красиво. И, конечно, да, я нашла все, что мне было необходимо. Сейчас уже начинается настройка. Обычно, когда я работаю с картами, я стараюсь полностью отключиться от внешнего мира и максимально погрузиться в этот процесс. Часто бывает, что я вообще просто сижу с закрытыми глазами и иногда вот подсматриваю на какую-то карту, чтобы получить небольшую подсказку, чтобы увидеть направление и глубже почувствовать ситуацию. Вот. Но сейчас быстренько я завершу рассказ, потому что есть кое-что необычное. Так вот, так как эти ребята, они тоже потомки индейцев, то было просто бы глупостью не взять у них кое-что интересное. Смотрите, что я взяла. Вот такие вот ловцы снов. И вот с ними как раз-таки у меня приключилась история. Вообще есть проблемы вот у меня, у ребенка. Мы плохо спим. То есть ребенок встает в 2-3 ночи. Я вообще не могу уснуть до 2-3 как раз-таки ночи. То есть даже если там 1-2 таблетки мелатонина, я могу лежать. У меня вот эти вот мыслительные процессы, их очень сложно затормозить. Вот. И подруга у меня тоже такая же. Тоже она встает где-то в 3 ночи, в 5 ночи. То есть и сна как не бывало. Вот я взяла вот такие вот интересные ловцы снов. Вообще, на самом деле, давно хотела. Но как-то, знаете, не было случая. А тут он сам подвернулся, и поэтому я просто пришла и взяла их. Вот, взяла подруги нам домой. Вот такие вот интересные. Ну и повесила над кроватью. Думаю, повезет? Нет, нет, нет. И забыла про них. И что вы подумали? Вот уже где-то 3 дня я просто прихожу ночью спать, я их даже не вижу, я не думаю о них. В
темноте их не видно. Я просто ложусь на кровать вот так вот, открываю глаза, а уже утро. И я просто не помню, как я легла спать даже. У меня такого никогда не было. То есть я ложусь, это для меня просто кошмар. Я могу лежать 2-3 часа с закрытыми глазами, и все, и не могу никак уснуть. Не получается. А тут я ложусь и просто как ребенок сразу отключаюсь. И мой ребенок тоже перестала вставать ночью, нас будить. Вообще вот в воскресенье даже до 10 спала. Ну, думаю, ладно, может быть, мне показалось, может быть, это какое-то самовнушение. Никому ничего об этом не рассказывала, просто ходила 3 дня, наблюдала. И сегодня утром мне написала подруга, я сейчас вам даже зачитаю, что она мне написала. Ну, я думаю, когда один человек, да, это может показаться, что ему что-то там кажется или померещилось, но когда уже коллективное, не может быть, что это какая-то странность. И вот она мне пишет сегодня: не знаю, от твоего подарка или нет, но хорошо сплю и сны всякие снятся. Я даже днем начала очень хорошо спать сиесту, что редко бывает. А это действительно так. Ну вот, и не знаю, чудо ли или нет, но вот повесила их над нашими кроватями, и сон как-то интересно так приходит. Мне даже начали сниться хорошие сны, то есть нету такого какой-то тревоги, или я с кем-то там сражаюсь, или за кем-то бегаю, да, или от кого-то убегаю. Вообще сегодня такой сон был интересный. Словно кино. Я видела какую-то свадьбу, знаете, по роскошеству, я бы сказала, как армянская. Из какой-то красивой такой пещеры на пляже вытаскивали огромную сетку огромных белых шаров. Вот так вот их вытащили, их очень тяжело было держать, их отпустили, чтобы они раскрылись и начали вот так вот падать. А я была вроде как фотограф там, ходила, со всяких ракурсов этих шары фотографировала, а потом просто вообще легла на этом пляже, и на меня начал опускаться вот огромный такой шар, не знаю, цвета шампанского или кремового цвета, огромный воздушный шар в форме сердца. Я понимаю, у меня такая расслабленность, что он меня не раздавит, ничего со мной не произойдет, просто у меня будет отличный кадр на телефон, потому что это сердце летело прям на меня, и я лежала вот так вот и фотографировала его. Это было просто, ну, классный сон был, классный такой легкий. Я проснулась, и это сообщение еще. Вот. Ну, буду надеяться, что они смогут прослужить нам как можно дольше. Хотя одна знакомая тоже покупала у шаманов. Это было... Где она была? Где-то в Геленджике, наверное. И почему-то там какие-то шаманы были. Не знаю. В общем, купила она у них эти ловцы снов. И тоже они какое-то время работали, но потом перестали, она говорит. То есть, не знаю, нужно ли их как-то подзаряжать или чистить. Может быть, если здесь смотрят меня знатоки, оставьте, пожалуйста, в комментариях свои советы. Мне было бы очень интересно, потому что хочется как можно дольше продолжать вот так вот реактивно засыпать. Потому что обычно сон для меня, вот укладывание в кровать, это просто какой-то кошмар. Вот, а сейчас... Все это у нас прошло, и слава богу, да. Так, сейчас еще раз зажгу Пало Санто, окурим пространство и начнем. Тоже хочу сказать, для тех, кто не хочет слушать мои рассказы, я оставляю тайм-коды, и поэтому вы легко можете переключить, если вам не нравится, да. Или вы пришли просто послушать быстрее, узнать результаты и уйти. Все остальные, кто хочет поговорить, кто хочет поближе познакомиться, давайте. Да, и еще, прежде чем мы начнем, я хотела бы напомнить, что расклад у нас общий, поэтому он может проигрываться не у каждого. Во время расклада я настраиваюсь на энергию какого-то конкретного человека или конкретной ситуации. И если сегодня вы почувствуете, что каждое слово откликается именно вам,
значит, скорее всего, вы попали со мной в этот поток. Если же расклад не резонирует, не расстраивайтесь. Возможно, в следующем раскладе вам повезет, и он окажется вашим. Ну все, раскрыла. Немножко нет. Так, я начну. Напоминаю еще раз. Расклад у нас на тему его решения, что он решил насчет вас, что он решил насчет этих отношений. Посмотрим мы, наверное, с вопроса, кем он вас видит, кем он вас считает. Какая вы в его глазах? Вы человек, который умеет балансировать. Не буду говорить грубо, это человек, который хочет и то, да? Ну, то есть вы умеете управлять, скорее всего, вы достаточно такой дипломатичный человек, возможно, здесь знак весов есть. Человек, который умеет балансировать в своей жизни, возможно, между работой и хобби, между отношениями и работой. Человек, который умеет управлять своей жизнью, возможно, организацией, возможно, работа среди коллег, ведение хозяйства. То есть человек, который своего не упустит, человек, которому можно доверить какую-то ответственность и знать, что человек принесет результаты в том или ином ключе. Хорошо. Какое место вы занимаете в его жизни? Союз, отношения, ну что-то легкое и приятное. То есть он видит в вас партнера, партнершу, человека, с которым можно хорошо провести время, с которым можно поговорить по душам, возможно, даже что-то вроде жилетки, да, кому можно поплакаться, либо рассказать о своих планах, с кем можно построить эти планы. Ему нравится ход ваших мыслей, как вы планируете свою жизнь, как вы балансируете в своей жизни, и, возможно, он был бы даже рад обратиться к вам за каким-то советом по поводу жизни. Хорошо. Что он думает о ваших отношениях? Ну, отношения приносят ему какую-то радость, какое-то удовлетворение. Они его восхищают. Возможно, даже это как-то повышает его статус. Может быть, его друзья немного завидуют, а он перед ними красуется вами. Возможно, его родственники рады. Может быть, у вас какая-то профессия необычная, знаете, которую хотят все матери, например, там, чтобы девушка парня была доктор, например. Так, какими он видит ваши отношения? Здесь, с одной стороны, есть радость и гордость за то, что он знает вас, а с другой стороны, всегда в этой карте есть такое вот лицо, которое показывает некую тяжесть. То есть это победа, которая достается не совсем легким путем. Возможно, ему тяжело рядом с вами, потому что все равно это как будто приручить дракона. Вот. Что вы пока не видите в этой ситуации? Что вы не видите в этой ситуации? Сила. Возможно, вас немножечко используют по силе, то есть вас приучили и пользуются вашими какими-то благами, ресурсами, энергией, а вы этого не видите, что с вами играют, что вас используют. Как-то расклад тянется немножко в негативную сторону. Давайте поэтому посмотрим на Хоррор Таро. Хоррор Таро. Давайте посмотрим, насколько глубоки его чувства по отношению к вам. Так, я взяла
колоду перевернута. Handed Man. Значит, чувства есть, но он их контролирует, он их почему-то откладывает, жестко причем. Пока что человек не хочет раскрываться перед вами, не хочет выводить эти отношения на новый уровень. Ему и так хорошо. Возможно, вы ему даете все, что ему нужно на данный момент, и ему большего не надо пока что от вас. Поэтому отношения как будто подвисли, не переходят на новый уровень. Есть какой-то тормоз в этих отношениях, какая-то остановка. Вот. Как будто все зависло у нас. Хорошо. Но что его оставляет в таком случае? Семерка жезлов. Что еще? Десятка кубков. Что его останавливает? Не колода, пятерка мечей. Его останавливают какие-то споры, конфликты. Да, здесь у нас 2 раза выпали даже. Что еще останавливает? Возможно, слишком много вы ему открываетесь, как-то даете в плане эмоций, да, чересчур даете ему этих ресурсов, и он не может с этим совладать. Он не знает, что делать с вами. То есть, с одной стороны, ему приятно, но где-то на уровне дружеского общения, да, то есть такие друзья с бенефитами. А то, что вы хотите перейти на более серьезный уровень, он это воспринимает немножко агрессивно, нехотя. Ему как будто, вот знаете, не нужны ваши чувства, ваши эмоции вот в таком объеме, в котором вы готовы ему дать. Это то, что его останавливает. То есть с ним нужно немножечко пожестче, я бы сказала так. То есть как мама, да, бывает с детьми, с сыновьями. Куда пошел, сел, вот в таком вот плане. То есть давать ему вот эту жилетку, видимо, не стоит, потому что он немножко пресыщен, скажем так. Возможно, в его жизни много женского внимания, много заботы присутствует, и поэтому он такой, знаете, холеный, зимой закормленный мужчина. Чего он боится в вас? 4 пентаклей. Чего он боится? Что этот ресурс иссякнет, что будет какая-то у нас пустота, что вы перестанете подкреплять его. Ну, это хорошо, да. Пусть боится. Это его страх вот как раз-таки, что вы не будете такая, как остальные женщины, не будете его гладить по головке, давать ему свое внимание, свое время. То есть старайтесь как-то лимитированно это делать. Если он куда-то позвал, хорошо, обозначьте время, да, встретимся где-то там на час-полтора, подумай, где мы, удиви меня. То есть вы должны играть перед ним человека, которому ничего не надо. То есть обычно в отношениях выигрывает тот, который показывает, что ему меньше надо. Если вы показываете, что вам он не безразличен, что вам очень нужен, что вы без него не можете жить, то тогда он сразу вот так вот губежки надует, отвернется от вас и скажет: неинтересно. Здесь нужно не бороться за его внимание, не нужно серьезно воспринимать его какие-то слова. Если он что-то там сказал вам, выкинул, да, какую-то шутку, покажите свою истинную реакцию, что вам не интересно, вот, и думай, как выкручиваться сам. То есть дайте мужчине самостоятельности, дайте ему поле, плуг, и пусть он его сам вспахивает. Пусть он проявляет
действия и ухаживания самостоятельно. Вам можно только их принимать. Какие-то дары, какие-то блага от него. То есть вот эту пиявку надо все-таки от себя немножечко оторвать. Возможно, вот в энергетическом плане как раз-таки, в эмоциональном, психическом. Давайте посмотрим, чему ему не хватает в этих отношениях. Умеренность. По умеренности говорится, что в этих отношениях как-то его все пресыщает. Ну, то, что я и говорю, вот видите, по десятке кубков слишком много ему всего достается просто так. То есть все, возможно, какой-то быт, уважение, внимание, вы его и психолог, вы его и, возможно, где-то кому-то откликнется как повар, да, если живете вместе, вы и его обслуживающий, скажем так, персонал, ну, в интимном плане я имею в виду. Вот, то есть все это как-то ему присытилось, как-то ему скучно, ему не хватает чего-то остренького, какого-то такого электрического разряда. Вот, он жаждет, чтобы чувства вновь взорвались, чтобы были какие-то пики. Вот ему нужно как будто вот эти самые эмоциональные качели, да. То есть в отношениях не хватает какого-то конфликта, какого-то спора, какой-то эмоциональной встряски. Все слишком как-то гладко и умеренно, и он перестал чувствовать этот вкус жизни, этот вкус отношений. Для него это словно какая-то пресная еда. То есть подсознательно он может жаждать либо сильной страсти, либо какого-то сильного потрясения, чтобы понять, что он все еще жив. И сейчас он чувствует каким-то таким пациентом, которого, знаете, намассажировали там до конца, да, или залечили его до какого-то состояния такого нестояния, да? Вот, то есть мужчина у нас показан, что он как будто задыхается, да, как будто утонул, вот, от отсутствия развития отношений. Он чувствует, что эти отношения, они как будто застыли. Вроде бы все хорошо, но завтра будет так же, как вчера. О, нет, только нет. Ему вот нужны какие-то новые смыслы, возможно, какой-то совместный рост. Ну, точно не покой ему нужен здесь. Да, покой его, наоборот, убивает. Ему это не нравится. Возможно, здесь каких-то огненных знаков зодиаков мужчина. Вот. И когда мы его очень сильно любим, мы надеваем ему корону на голову, и в итоге отходим на задний план, как свита. А ему нужен, скорее всего, какой-то волшебный пендель сзади, для того, чтобы он побыстрее немножко начал двигаться. Вот. Ну да, здесь на самом деле очень много таких властных карт, что я действительно подозреваю, что здесь есть какой-то огненный знак зодиака. Вот. Давайте посмотрим, что он делает, когда думает о вас. Что он делает, когда он думает о вас? С кем-то спорит, с кем-то разговаривает, возможно, сидит на каких-то форумах, строчит комментарии, да, выясняет всю правду мира, да, борется с несправедливостью с кем-то, возможно, с женщинами какими-то спорит. Проверяет ли он ваши соцсети? Нет, старается не следить за ними. Возможно, человек сконцентрирован полностью на себе, на своей жизни. Возможно, когда-то в прошлом он смотрел, но сейчас он как-то переключил свое внимание на другие аспекты жизни. Есть ли у него кто-то? Нет, серьезного ничего такого нету, но есть какие-то задатки, возможно, общения
и не с одной женщиной, скорее всего, он ходит, присматривается. То есть смотрит как на какой-то набор с конфетами. То есть кто-то ему нравится так, кто-то ему нравится вот фигурой, лицом, да, там, цвет волос его нравится, стиль одежды, но ближе он пока не подходит, боится попасть в этот ураган новых отношений, просто пока ходит, присматривается. Сравнивает ли он вас с другими в этот момент? Смотрите, паж Пентаклей на перекрестке стоит. Да, есть сравнение, но не в физическом плане, а скорее всего в ваших каких-то способностях, возможно, вот в карьерном плане. То есть ему не нужна какая-то простая девушка, которая будет сидеть у него на шее. Ему нужна перспективная женщина. И он сравнивает по этой характеристике вас. Давайте посмотрим, какие у него планы на будущее с вами. Королева. Ну, посмотрите. В планах, если он походит и не найдет кого-то лучше, то в планах у него есть подлететь к этой горе, победить этого дракона для того, чтобы завоевать эту королеву жезлов, которая тоже, видите, под крылом дракона находится. То есть, смотрите, в планах у него есть вы и есть желание как-то вас добиться. Возможно, это произойдет не совсем скоро, какие-то несколько недель, либо месяц или два, ну не более. Будет какое-то хождение, заниматься своей жизнью, вот, рассматривать варианты. И в случае, скорее всего, есть большая вероятность того, что он вернется к вам и будет как-то пытаться, да, своей волшебной магической палочкой победить дракона. В вашем окружении, возможно, это ваш характер, вот, либо ваши подруги. И будет пытаться, в общем, взлететь на эту гору, чтобы добиться вот эту королеву. То есть, смотрите, планы позитивные. Есть такая вероятность, что мужчина вернется к вам и будет вас добиваться. И, кстати, на дне колоды выпало у нас такое солнце. То есть хорошая вероятность, что у этих отношений все-таки будет хэппи-энд. Но смотрите, вот здесь прям вот я вижу совет по картам. Перестаньте давать ему слишком много любви. Чем меньше мы любим мужчину, тем больше он любит нас. Вот. То есть, если он что-то вам дает, принимайте. Но сами не проявляйте эту инициативу. Пусть он бегает за вами. Я сама лев, и скажу так вам. Если вы перестанете уделять слишком много внимания такому человеку, то вы станете ему очень интересны. Он подумает, почему он мной не интересуется? Странно, я же такая крутая, я же такая интересная. Я такой супер позитивный, супер интересный. Мной все интересуются. Как ты можешь мной не заинтересоваться? Как ты можешь так спокойно на меня смотреть, да, или не задавать слишком много вопросов, и тогда начнется вот эта вот шпионская игра, чтобы узнать как можно больше информации у вас, узнать, что вы думаете, чем вы живете. Вот. Нужно просто расхотеть, и тогда этот мужчина побежит за вами следом. А пока вы бежите за ним, он от вас будет убегать. Вот. Какой еще вопрос мы можем посмотреть? Что будет, если вы продолжите давать ему вот эти отношения, лить свои чувства через край? Что будет в таком случае? Смотрите, ну как бы карта себя не заставит долго ждать. Карта суд, переход на другой уровень. Обычно, когда что-то отмирает и начинается новое. То есть в таком случае мужчина, скорее всего, возьмет вот эту дудочку в рот, заиграет какую-то новую мелодию и отправится в новый путь. Карты вас предупреждают. Вот. Я думаю, вы поняли, что нужно делать, что делать не надо.
Давайте я перейду к своим новеньким классным оракулам. Очень они мне нравятся. Темная исповедь. Это первый оракул у нас. Вот, для тех, кто не видел, вот такие вот розы на черном фоне у нас. Темная конфессия, темная исповедь дает нам понимание того, что он чувствует в глубине души, но что не говорит вам. Даже то, что, возможно, он сам не знает, не проговаривает, но где-то чувствует. Не все же мы можем вытащить наружу иногда и легко так разобрать, мы ведь не психологи, что на самом деле вскрывается внутри нас. Давайте посмотрим. Ну, понятно. Смотрите, какой вот просто вот, я не знаю, классный, вот очень слаженный получается расклад. Весь мой фокус на моей жизни. Я не могу тратить свое время на то, чтобы волноваться о тебе. Вот просто посмотрите, я сейчас полезу и откопаю вот эту вот карту, которая нам это подтвердит. Даже вот просто на контексте соцсетей, то, что мы посмотрели, вот здесь вот человек не интересуется вашей жизнью, потому что ему классно, ему интересно своей жизни, ему интересно свои истории. И поэтому за вами, да, он где-то как-то, может быть, смотрел какие-то истории, да, не, может быть, даже лайки ставил, но в целом человек, его так хорошо облизали, что он просто, ему кайфово просто заниматься своей жизнью, своей историей. То есть он старается концентрироваться на своей жизни. А вот эти все блага, все ресурсы, да, там, если у него что-то там, коленка заболела, то он понимает, что ему даже вот так вот делать не надо будет, к нему придут, к нему прибегут, его оближут, ему все расскажут, вот, покажут, да, утешат, если надо. Где тут у нас? Вот, видите? То есть его накормят и все ему дадут. Вот, поэтому, в принципе, распылять свои ресурсы на кого-то он сейчас не хочет, потому что ему и так это все идет бесплатно, все идет легко. Вот, то есть это то, что он чувствует внутри по отношению к вам, по отношению к этим отношениям, да, relationship. Весь его фокус на его жизни, и он не хочет тратить свои ресурсы на вас. Пока что, пока вы их даете, перекройте ему этот краник. Хватит за ним бегать и давать ему свои ресурсы, свое время. Да? Вот такая вот у нас черная исповедь. Да, она не совсем приятная, но это истина, с которой, к сожалению, не поспоришь. Ну и все-таки в этой бочке дегтя, да, давайте добавим ложечку меда. Близнецовое пламя, оракул, который нам подскажет, передаст какую-то весточку от него, буквально его словами, что он бы хотел. Вот представьте себе, что он сидит перед вами, смотрит на вас. Вот как я сейчас вижу какого-то мужчину, он сидит, облокотившись, смотрит на меня, и в этот момент он что-то говорит. Услышьте, что он говорит в этот момент. Вытаскиваю. Я желаю, чтобы ты была рядом со мной. Вот такое вот послание вам. Я бы хотел, чтобы ты была рядом со мной. На этом, я думаю, можно заканчивать. Вот такой вот получился сегодняшний расклад интересный. Благодарю каждого, кто был со мной сегодня до конца, кто доверил мне немножко своего времени. Если расклад откликнулся вашему сердцу, то я буду очень благодарна, если вы поддержите этот канал, поставите лайк, подпишитесь на наш канал Таро Космо, либо хотя бы оставите в комментариях там какой-нибудь смайлик. Это тоже очень влияет на алгоритмы и помогает больше людей найти свою истину, узнать какие-то свои мотивы, свои истории. Также оставляйте свои пожелания, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий расклад.
какие вопросы вам сейчас особенно важны и интересны. И, возможно, именно ваша идея станет темой одного из следующих видео. Берегите себя, доверяйте своей интуиции, и пусть в вашей жизни будет как можно больше любви, гармонии и счастливых событий. До скорых встреч на канале Таро Космо.